Глава 436. Транспортная башня. В городе чудес было слишком много беспорядков. Хотя скрытые внутренние проблемы уже решены, все еще существовали очень серьезные внешние угрозы. Голод, вызванный шаманами, не был решен, и лес на юге, загрязненный религией нежити, еще не был очищен. Окружение города было очень особенным, и в настоящее время он был слабым и не имел хороших отношений с крупными местными племенами. Если учесть, что правители менялись, создавая проблемы для всего города, а также отсутствие торговцев, перемещающихся по городу, то это была потеря для Комитета чудотворной торговли в целом. Долорес находилась у постели Чутеня в течение часа, и она до сих пор не закончила свой доклад. «Хватит, хватит, остановись». Чутянь сел. Несмотря на то, что он пришел в норму после 5-6 дней в постели, тело Чутеня все еще находилось в слабом состоянии. «Я попрошу помощника вычистить все, тебе не нужно сообщать мне об этом». «Где Кларк?» «Быстро позови его». Делорес потеряла дар речи. Как мог городской лорд вести себя так? Кларк пришел в замок городского лорда и тут же начал докладывать. Сообщая городскому лорду, как и ожидалось, мы обнаружили, что долина содержит глубокое подземное пространство. В этом пространстве находятся различные скелеты с древних времен и бесчисленные монстры нежити, бродящие вокруг. Мы до сих пор не можем определить, почему там такая сильная энергия смерти. Из-за того, насколько опасна обстановка, разведывательная группа не посмела войти. Чутянь потер подбородок и задумался. Он мог подумать об одной возможности, но пока не мог подтвердить ее. «Пока ничего не делайте, я лично посмотрю, когда у меня будет время». Кларк подошел, держа в руках черный кристалл. Мы убирали остатки драконьего лича и нашли это внутри его черепа. Кажется, это пламя души лича. Должны ли мы уничтожить его или нет? Чтобы противостоять сосущей способности маленькой лисы, лич закрыл пламя своей души. Именно поэтому пламя души не было уничтожено в конце. Чутянь взял кристалл в руке. Пламя души 2000-летнего лича — это очень ценный предмет. Уничтожить это было бы слишком жалко, я оставлю его, чтобы посмотреть, будет ли ему применение позже. Пламя души было сердцем и мозгом нежити. Большинство нежити запечатывали свою силу в пламени своей души, и все воспоминания и мысли разумной нежити также были сформированы из этого пламени души. Поэтому для нежити пламя души было самой важной частью. Они могли отказаться от любой части своего тела, но не могли потерять ни одной части своего пламени души. Пламя души этого лича повреждено, поэтому сознание лича, должно быть, исчезло. Это пламя души было похоже на мозг, который вошел в вегетативное состояние. Хотя оно утратило способность к независимому сознанию, Чутянь полагал, что при правильном возбуждении это пламя души может снова вспыхнуть. Но эти вещи не были важны. Чутянь задал вопрос, который заботил его больше всего. То, о чем я говорил ранее, было сделано. Несмотря на то, что пространственные кристаллы очень редки, у карликов есть несколько в хранилище. Мы уже завершили работу в соответствии с чертежами, которые предоставил городской лорд. Кларк нерешительно спросил: «Космические материалы очень редки, и есть не так много мест, где их можно использовать. Я не знаю, зачем городской лорд использовал их, чтобы построить эту странную башню». Материалы с космическим атрибутом не имели большого применения. Его основным назначением было создание предметов хранения. Исследования в пространственной области этой эпохи были слишком ограничены, но материалы с космическим атрибутом были все еще редкостью. Чутянь дал Кларку набор чертежей 3 дня назад, и Кларк и карлики уже завершили работу. Использование большей части материалов с космическими атрибутами в хранилище Зеленого города заставило сердце карликов болеть. Не нужно спешить. Чутянь услышал, что башня построена, и его настроение было очень хорошим. «Пойдемте, я возьму вас всех посмотреть». На небольшом холме в центре города чудес была построена заостренная башня высотой в 4 метра. Эта остроконечная башня находилась рядом с гигантским диском, на котором было много инкрустированных кристаллов пространства. Чутянь внимательно осмотрел ее и, наконец, решил, что ошибок вообще не было, и, наконец, осторожно вынул око звезды. Око звезды было тщательно выточено и отполировано, и теперь оно составляло всего 2/3 от его первоначального размера. Когда око звезды было помещено в центр башни, оно немедленно объединило структуру внутри башни. Энергия быстро проникала через башню и диск, мгновенно активируя это странное построение. Звездный свет был выпущен с вершины башни, и волна пространственной энергии быстро распространилась во всех направлениях. Карлики были немного ошеломлены. Пространственная энергия была одной из самых загадочных и трудных для контроля энергии в этом мире, однако Чутянь мог контролировать ее таким стабильным и упорядоченным образом. Сейчас самое время. Чутянь вытащил устройство связи, чтобы связаться с Алдманом. Люди на той стороне должны были ждать долгое время, поэтому Чутянь не стал разглагольствовать и сказал прямо: «Вы можете прийти сейчас».
Чутянь выключил устройство связи и повернулся, чтобы подать сигнал рукой. Все не знали, что делает Чутянь, но это не должно быть чем-то бессмысленным. Кларк и Деларес увидели, что Чутянь поместил око звезды внутрь башни, и они вспомнили, насколько важным было это око звезды для Чутяня, поэтому это означало, что эта башня не могла быть посредственной. В это время интенсивный свет исходил от башни. Пространственные кристаллы начали высвобождать энергию. Все чувствовали какое-то колебание энергии, исходящее из Земли, и она на самом деле слегка дрожала. Со слепительной вспышкой света на диске рядом с башней появилось большое количество человеческих фигур. Чутянь. Прежде чем свет исчез, Чутянь услышал приятно удивленный и взволнованный голос. Затем стройное тело бросилось в его объятия, крепко обняв его. Кто бы это был, если не Мэн Ин? Чутянь поднял Мэн Ин в ответ. «Разве я не говорил, что не лгу тебе?» Это действительно замечательно. Лицо Мэн Ин было слегка покрасневшим, когда она сразу же вырвалась из его объятий. «Как ты это сделал?» Мы явно были в Алдмане, но как только мы открыли свиток, мы тут же прибыли сюда. Это эффект транспортной башни. Чутянь с гордостью посмотрел на свою работу и сказал: «В городе чудес теперь есть первая транспортная башня на континенте. Даже на краю света, независимо от того, в каком уголке мира вы находитесь, пока вы используете технику космического транспорта, вы мгновенно прибудете в наш город чудес». Свитки, которые я дал вам через космический склад, на самом деле были сделаны из фрагментов ока звезды и космического кристалла. На нем написаны транспортные координаты города чудес, чтобы он мог выполнить это коллективное перемещение. На этот раз транспортировали не только Мэн Ин. Мэн Цинву, Нангунь Юнь, Чэнь Бинву, Вивиан и большинство основных членов Комитета чудотворной торговли также прибыли. Молодая мисс, Вивиан, Нангунь давно не виделись. Чутянь нашел несколько маленьких фей. И, Лулу, вы тоже пришли? Это прекрасно. Маленькая цветочная фея Лулу привела несколько сестер. В этот момент на их лицах было приятное удивление. Мэн Цинву, Нангунь Юнь и Чэнь Бинву еще не отреагировали. Они никогда бы не подумали, что они, только что находящиеся в Алдмане, будут отправлены в город чудес в мгновение ока. Разве эти два места не были разделены десятками тысяч миль? Они были отправлены за несколько секунд, это было похоже на чудо. Самой шокированной была Вивиан. У Вивиан была врожденная пространственная энергия, и она могла телепортироваться не более чем на несколько сотен миль за раз, потому что чем дальше было расстояние, тем сложнее было ориентироваться в пространстве. Она никогда не слышала о чем-либо в этом мире, что могло бы позволить телепортироваться за десятки тысяч миль одновременно. Я знаю, у вас сейчас много вопросов, но сейчас не время. Позвольте мне представить вас. Чутянь повернулся к людям, застывшим, как бревна, и сказал: «Это карлик великий старейшина Кларк, а это жрец религии демонического бога Деларес». Это... Лицо Кларка было переполнено волнением. Счастливая встреча, счастливая встреча. А это... Эта красивая и мудрая молодая человеческая мисс является вице-председателем Комитета чудотворной торговли и заместителем городского лорда города чудес. Чутянь затем указал на миниатюрную Вивиан сбоку и сказал: «У этой мисс эльфийской расы глубокий опыт. Отныне она — дочь эльфийского короля Вечного Леса, также заместитель городского лорда города чудес». Мэн Цинву и Вивиан, они были двумя вице-лордами этого города по приказу эльфийского короля. Кларк не знал, кто такая Мэн Цинву, но он слышал о Вивиан раньше, это была самая талантливая дочь эльфийского короля. Но он чувствовал, что это было очень странно. Почему эльфийский король не назначил свою дочь городским лордом и вместо этого поставил скромного, безымянного человека на столь важную должность? Даже если сейчас Вивиан была не очень сильной, разве она не была во много раз сильнее человека? Не говоря уже о том, что она была дочерью эльфийского короля. Если бы Вивиан была городским лордом, другие силы действительно должны были бы обдумать ситуацию. Прежде чем двинуться против нее, им нужно было бы подумать, смогут ли они противостоять ответным действиям эльфийского короля. Но, конечно. Теперь Кларк все понял. Испытав все то, что сделал Чутянь, карлики увидели, что этот, казалось бы, молодой человек на самом деле был умным и могущественным человеком, на которого они не смели больше смотреть свысока. Теперь у них было полное понимание и доверие к эльфийскому королю. Это место неудобно для разговоров. Давайте пойдем в замок городского лорда. Обе стороны нуждались во времени, чтобы приспособиться друг к другу. Хотя Чутянь уже прославился как городской лорд, карлики по-прежнему были главной силой города чудес. Чутянь все еще нуждался в ресурсах и рабочей силе карликов в течение долгого времени, поэтому нужна была гармония. По крайней мере, Чутяню нужно, чтобы карлики знали, что именно сделал Комитет чудотворной торговли. Вау, босс, этого не может быть.
Нангунь Юнь летела на Грифоне и закричала: «Этот город слишком большой. Я никогда раньше не видела такого города, он может соответствовать нескольким десяткам имперских городов Южного Летнего». Мэн Ин была очень шокирована, глядя на город чудес. Хотя в воздухе все еще была слабая аура нежити, это не помешало ей оценить этот красивый городской пейзаж. Окружающие горы были естественным барьером и стеной, а внутреннее пространство было просторным и несравненно красивым. Там были луга, долины, горные хребты и озера. В целом это был клад сокровищ. Слишком большой, не хватало только людей. Если бы это была просто группа разбросанных замков и поселений, все бы подумали, что это рай, окруженный горами. Кто бы мог подумать, что здесь будет город, Мэн Цинву была очень взволнована. Комитет чудотворной торговли развивался все больше и больше, и это было их первое официальное владение. Глава 437. Большой призыв. Это было первое закрытое совещание высокого уровня в замке городского лорда, основными участниками которого были высокопоставленные члены Комитета чудотворной торговли и высокопоставленные члены Зеленого города. Из-за смены руководства карлики не занимали каких-либо важных должностей. От городского лорда до вице-лорда, финансов, военных и дней. Все должности высокого уровня получили новую кровь. Эта встреча в основном проводилась Мэн Цинву. Эта благородная и прекрасная человеческая девушка всего за несколько часов была высоко оценена каждым карликом. Мощный интеллект Мэн Цинву позволил ей изучить более 20 языков и свободно общаться с Кларком и другими карликами на эльфийском языке. Талант Мэн Цинву к языкам явно не был чем-то обычным, что заставляло карликов высоко оценить ее. Конечно, это была лишь малая часть. Главной целью Мэн Цинву было представление Комитета чудотворной торговли. Ее мысли были очень ясны. Она даже тщательно объясняла такие мелочи, как консервы и электрические лампы. Затем она объяснила существование аккумуляторов изначальной энергии и оружия изначальной энергии. Но что произойдет, когда она расскажет о космическом складе и транспортной технологии, технологии передачи звука и видео или разрабатываемую в настоящее время технологию духовной реальности? Карлики были не так старомодны, как эльфы, у них была сильная жажда исследований. Они были группой людей, которые любили учиться, и большинство карликов были учеными. Серия великих и шокирующих изобретений в Комитете чудотворной торговли были бомбами, которые на долгое время шокировали всех карликов. Что называлось исследованиями, что называлось изобретениями, лаборатория, построенная карликами под землей, была высоко оценена в лесу, на ее создание ушло несколько сотен лет, но она не могла сравниться даже с 1% того, что было разработано в секте Юнь-Чутиня. Такого рода новость заставляла карликов чувствовать себя беспомощными, но она также наполняла их несравненным волнением. Хотя Комитет чудотворной торговли не был силен. Комитет чудотворной торговли имел невероятный потенциал. Это была компания, наполненная инновациями. Только транспортной башни и космического склада было достаточно, чтобы дать городу чудес бесконечные возможности. Окружающая среда леса хаоса была очень сложной, все города были закрыты и почти не имели контактов с внешними странами. Именно по этой причине лес хаоса был богат ресурсами, но в то же время он был очень беден. Если бы транспортная башня и космический склад стали популярными, а люди и ресурсы могли бы быть разосланы, разве это не сделало бы все намного проще и удобнее? Это имело огромную перспективу, не говоря уже о технологии изготовления оружия изначальной энергии. Этого было достаточно, чтобы восполнить проблему нехватки сил. «Я планирую объединить исследовательскую лабораторию секты Юнь и лабораторию карликов», сказала Мэн Цинву. Карлики и высокопоставленные члены секты Юнь будут работать вместе, что великий старейшина думает об этом? Карлики до сих пор не оправились от шока. Кларк быстро спросил: «Мы сможем участвовать в исследовании и разработке этих новых технологий?» Мэн Цинву кивнула со слабой улыбкой. «Карлики — известные ученые континента. Если вы присоединитесь к большим проектам нашей секты Юнь, я уверена, что это принесет огромную пользу нашей секте Юнь». «Хорошо. Это замечательно». Карлики взволнованно согласились на этот союз без всяких сомнений. Это сотрудничество имело только преимущество для Комитета чудотворной торговли. Будь то лучшее исследовательское оборудование леса хаоса или талантливые исследователи, а также ресурсы Зеленого города, это просто ничем не отличалось от бесплатного пирога, падающего с неба. Если другие державы приняли бы Зеленый город, им все равно пришлось бы взять на себя огромную плату за потребление исследовательской лаборатории карликов, но для Комитета чудотворной торговли все было по-другому. Это было чистое вложение в себя, десятки тысяч исходных камней каждый месяц ничего не значили. Мэн Цинву никогда не думала, что все будет проходить так гладко, карлики даже не выдвинули ей никаких условий. Возможно, в этом и была разница между расами. Если бы перед ней были люди, они бы попросили возмутительную цену.
что касается разделения исследований, то у карликов вообще не было никаких требований, очередной раз доказывая, что они слишком невинны. На континенте было не так много рас, настолько жадных, как человеческая, поэтому расы, подобные карликам, не любили общаться с людьми. Теперь, когда все представились, я думаю, что у всех должно быть базовое понимание. Чутянь, который не говорил с самого начала, наконец встал и сказал: «Теперь мы должны обсудить, как навести порядок в городе». Город чудес столкнулся с несколькими серьезными проблемами. Во-первых, не хватало людей. Город чудес в настоящее время насчитывал менее миллиона человек, и большинство из них являются местными карликами. Здесь нет торговцев, которые приезжают сюда для ведения бизнеса, и нет людей, которые раскапывают богатые ресурсы. Во-вторых, их финансовые возможности были напряжены. До того, как Чутянь приехал в город чудес, они уже не могли оплатить все свои нужды. Теперь они столкнулись с несколькими крупными бедствиями и имели много дел, где было необходимо тратить деньги. Десятки тысяч исходных камней, подготовленных Комитетом чудотворной торговли, были недостаточны. Они могли только решить проблемы на данный момент, но в будущем их будет только больше. В-третьих, им не хватило сил. Город чудес был слишком слаб. Всего несколько шаманов и один лич почти уничтожили лесной город, и это заставило бы любого смеяться до смерти, если бы они услышали это. Всем было известно, что те, которые могли стать лесным городом, имели большое влияние, которое могло игнорировать принцип темного леса. Город чудес был слишком слаб, у них даже не было культиватора преобразования духа, охраняющего их. В-четвертых, у них были дипломатические проблемы. Позади города чудес был Вечный лес, но все знали, что Вечный лес был слишком плотно закрыт, поэтому надеяться, что эльфы отправят помощь, было все равно, что желать, чтобы солнце взошло с запада. Хотя имя Вечного леса имело некоторый сдерживающий фактор, было все еще трудно остановить жадность других держав. Было бы хорошо, если бы это была обычная держава, но они могли бы привлечь и настоящих гигантов этого леса. Было еще много других маленьких и больших проблем. Это были только основные проблемы, с которыми им приходилось сталкиваться. Хотя Чутянь сел на трон городского лорда в Зеленом городе, он не мог расслабиться, ему нужно было срочно решать эти проблемы. Теперь основным планом было увеличение численности и силы города чудес. Они должны увеличить внутренние силы, прежде чем отправиться наружу. В городе чудес все еще существовала религия шаманов и религия друидов. Лус вел шаманов присоединиться к городу, и теперь они были как кузнечик на веревке. Пока от них было достаточно преимуществ, Чутянь мог использовать эту силу по своему желанию. Друиды были немного сложнее, хотя друиды были сильны, они были упрямыми и их трудно приручить, их нельзя было вызвать в большинстве ситуаций. Но друиды признали способность Чутяня, и пророк Йода восхищался им. Пока будет соответствующий метод сотрудничества, они могут работать с ними. Эти две силы, безусловно, будут присоединены, но этого было далеко недостаточно. Комитет чудотворной торговли должен был собрать больше населения и элиты из внешних источников. Чутянь и Мэн Цинву начали рассматривать местные племена, клан Лис, Минотавров и Дали. Эти большие племена жили вокруг города чудес, и они не были слабыми, поэтому эти местные жители могли влиять на город. После войны с Личем местные жители стали намного ближе к городу чудес. Но как долго продлится это отношение? В прошлый раз местные жители чуть ли не собрались вместе, чтобы напасть на город, и этот случай может повториться. Причина, по которой многим из этих племен нравится жить около города чудес, была не в том, что это было удобно, а в основном потому, что большинство этих племен были грабителями. Торговцы часто приезжали из города, поэтому эти толстые торговцы были очень привлекательны для них. Поэтому, даже если местные жители поддерживали хорошие отношения с Комитетом чудотворной торговли, им было трудно прекратить создавать хаос, который представлял собой скрытую опасность для них. Истребить их — это было нереально, их всех нельзя было убить. Завербовать их всех — это было еще более невозможно. Эти ребята не были малочисленны, и если бы они все приехали в город, то Комитету чудотворной торговли было бы трудно ими управлять. Не говоря уже о том, что после того, как они оставят свои старые места, еще больше местных жителей придут из других мест и сформируют еще больше племен вокруг города. Что делать, Чутянь и Мэн Цинву тщательно обсудили это и, наконец, нашли хороший метод. На следующий день новость распространилась по лесу. Город чудес объявил большой призыв, элиты племен могли стать солдатами города, получать пищу и богатое обращение. Племена также могут получать еду из города чудес, и в соответствии с соотношением призывников, семьи также могут получать дополнительную компенсацию. Эта новость вызвала ажиотаж среди местных жителей, потому что с беспорядком, вызванным шаманами, голод не был решен, и нехватка продовольствия была большой проблемой.
Город чудес предоставлял еду и напитки, которые намного превосходили то, что могло дать племя, не говоря уже о том, что солдаты имели возможность получить официальные должности. Это принесло бы честь и пищу племени, а также позволило бы получить постоянное место жительства для их семьи в городе чудес. Это было большое дело. Город чудес выпустил еще одну новость. На первый призыв была установлена квота в 30 тысяч человек, а они будут служить 3-5 лет. И если воин решит уйти в отставку, Комитет чудотворной торговли не будет отбирать их свободу. Комитет чудотворной торговли разослал рекламу в каждое племя и использовал большое количество спикеров, чтобы пустить свою рекламу через лес. Хотите создать будущее с помощью Комитета чудотворной торговли? Вы хотите оставить позади свои скучные жизни? Хотите стать выдающимися? Вы хотите поддерживать свои семьи? Хотите жить лучше? Тогда присоединяйтесь к большому призыву города чудес. Пока вы пройдете серию испытаний, чтобы стать солдатом города чудес, город чудес будет не только кормить и обучать вас, но и будет целый ряд бонусов, которые позволят вам жить без забот. На этот раз лес был полон хаоса. Кто не хотел такого обращения, не говоря уже о том, что это было время голода, даже если бы они только совершенствовались в течение нескольких лет, это было бы все еще хорошо. Им требовались пилюли и ресурсы для их совершенствования, и это было еще лучше, чем то, что могли дать им их племена. Не говоря уже о том, что город чудес предоставлял прекрасное будущее, позволяя им стать выдающимися, будучи солдатами вдруг. Лес был заполнен потоком людей, пытающихся стать солдатами. Бесчисленные уверенные в себе местные воины все подняли свое оружие и отправились в путь. Они мчались в город чудем, как подорванные, чтобы продемонстрировать свое мастерство при призыве. Для начала Комитет чудотворной торговли решил набрать только 30 тысяч человек. Этот набор будет проводиться каждый год и, возможно, даже чаще. Зона призыва не будет ограничена только областью, а они пойдут еще дальше. Воинская часть не ограничивалась боевыми солдатами, но и включала в себя вспомогательный персонал или людей, хорошо разбирающихся в ковке, поиске и добыче полезных ископаемых. Это не только гарантировало, что в будущем у Комитета чудотворной торговли будет достаточно людей. Это также было равносильно созданию десятков тысяч рабочих мест, которые в будущем могут достигать сотен тысяч. Это в значительной степени повысит уровень жизни местных племен, а также объединит их и увеличит население город чудес. Естественно, был очевидный недостаток, заключающийся в том, что поддерживать такую армию было недешево. Комитет чудотворной торговли не просто должен был кормить их, они также должны были предоставить им ресурсы для совершенствования. Даже если бы один элитный солдат тратил только один камень низкого качества каждый месяц, это было бы 30 тысяч камней низкого качества каждый месяц для 30 тысяч человек. Это было уже близко к ежемесячному потреблению исследовательской лаборатории карликов. Подобные расходы было бы трудно вынести большинству лесных городов, и из-за этого было трудно найти такую армию в лесу. Гарнизоны разных городов исходят из силы их собственных племен, которые живут своей обычной жизнью, но все их солдаты выходят из своих племен, когда городу грозит опасность. Город чудес был первым городом, который индустриализировал, стандартизировал и профессионализировал свои вооруженные силы. Глава 438. Виртуальная арена. Призыв Комитета чудотворной торговли распространялся как бушующий огонь. Будь то минотавры, огры, карлики или гоблины, все они мчались в город чудес, чтобы показать свое мастерство. Кто просил Комитет чудотворной торговли дать такие замечательные условия? Это был лишь период регистрации, и уже было 30-40 тысяч человек. Официальный отбор начнется через 3 дня, и тогда это место будет заполнено людьми. Комитет чудотворной торговли подготовил это место заранее. Деларес одновременно была помощником городского лорда и финансовым директором. Она уже понимала финансы Комитета чудотворной торговли, и хотя Комитет чудотворной торговли считался богатым, с учетом того, сколько они потратили, через 2 месяца у них уже возникнут проблемы. Комитет чудотворной торговли не только понесет большие убытки, но и не упадет ли авторитет нового лорда, как в это время можно было объявить призыв. Это просто лишало их жизни. Деларес с тревогой искала Чутеня, но когда она вошла в кабинет городского лорда, она не нашла и волоска Чутеня, увидев лишь Мэн Цинву, сидящую там и читающую документы. «Ты ищешь господина городского лорда». Мэн Цинву посмотрел на Деларес. Какое совпадение, он как раз только что взял Ин, Наньгун и Вивиан на стройплощадку, чтобы подготовиться к призыву на военную службу. Они не вернутся еще несколько дней. У Деларес было депрессивное выражение «я пойду его искать». Не спеши, сначала выпей чашечку чая. Его бесполезно искать, все вещи для города были предоставлены мне для управления. Мэн Цинву слабо улыбнулся. Имея дело с кем-то вроде Чутеня, который бросил все в сторону, она не знала, должна ли она быть счастлива или подавлена. «Я знаю, о чем ты беспокоишься, но расслабься, проблем не будет». Как Чутянь зацепил эту красивую, седовласую молодую лисичку.
Мэн Цинву была немного подавлена, когда увидела Деларес. Тем не менее, она не была так очевидна со своими эмоциями, как Мэн Ин. Мэн Цинву была человеком, руководствующимся логикой, поэтому она все же была вполне довольна Деларес. Она была, по крайней мере, более полезной, чем Нангунь Иин. С этим помощником городского лорда работа Мэн Цинву станет намного проще. Ты новичок, и ты мало знаешь о нас, поэтому неизбежно, что ты сомневаешься. Она встала, чтобы налить Деларес чашку чая. Я не буду скрывать это от тебя, но раньше я была такой же, но скоро ты обнаружишь, что эти беспокойства ни к чему. То, что может сделать Комитет чудотворной торговли, гораздо превзойдет твои ожидания. Чутянь — это необычный человек, и многие вещи, которые он делает, кажутся небрежными, но у него всегда есть собственные планы. Спасибо. Деларес показала улыбку на ее очаровательном лице, и она взяла эльфийский зеленый чай. Я просто чувствую, что призывная плата не стоит того, и льготы слишком велики. Этот вид обращения лишь добавит большое бремя и скрытую опасность для города чудес. Ты все еще недооцениваешь Чутяня. Мэн Цинву показал улыбку, похожую на весенний ветерок. Эта красивая человеческая женщина давала Деларес ощущение спокойного моря без ветра и волн. Хотя поверхность была спокойной, вода под ней была очень глубокой. Она была очень далека от вспыльчивых людей. Ее уверенность и спокойствие могут повлиять на окружающих ее людей. Нужна ли ему только армия? Эти десятки тысяч людей — это не просто армия, а десятки тысяч рабочих. Ты знаешь о возможностях Комитета чудотворной торговли. С помощью космического склада и транспортной башни мы можем легко установить торговый маршрут с любым городом, королевством или кланом. Мы можем открыть любые виды ресурсов, и мы можем торговать с державами в любом месте. Глядя на это с долгосрочной точки зрения, что значит вербовка этих нескольких солдат? Деларес была немного ошеломлена. Комитет чудотворной торговли — это чужестранцы без фундамента, и даже если карлики — надежная раса, они все же посторонние. Это означает, что мы не можем управлять другими городами таким же образом. У нас слабый фундамент и у нас нет клана, поэтому у нас нет сил противостоять опасностям и внезапным изменениям, поэтому нам необходимо развивать свою армию. Будь то в долгосрочной или краткосрочной перспективе, это необходимый шаг. Чтобы по-настоящему контролировать город чудес, мы должны иметь достаточно власти, верно? Деларес чувствовала, что это имеет смысл. Тогда с точки зрения финансов, у меня есть кое-что, что я хочу тебе рассказать. Я знаю, что Чутянь уже сделал тебя главным финансовым директором города, но я готова создать компанию, и вы можете стать ее руководителем. Мэн Цинву, похоже, уже подготовила то, что собиралась сказать. Я надеюсь, что талантливые люди из клана Лис смогут присоединиться к компании и сформировать большое количество караванов. Твой лисий клан состоит из прирожденных торговцев, поэтому я верю, что ты сможешь это сделать. Деларес взволнованно встала. Это было очень хорошо для клана Лис. Люди из клана Лис от природы проницательны и хорошо разбираются в деньгах и выгодах. Город чудес мог использовать этих умных членов лисьего клана, чтобы управлять внешними караванами. Это было все равно, что использовать хорошее железо для изготовки лезвий, и клан Лис также извлек бы из этого много пользы. Хорошо. Деларес даже не думала, когда быстро сказала: «Я немедленно позабочусь об этом». Сигнал дирижабля небесной сети уже покрывает более 10 тысяч миль, поэтому я дам тебе ваше первое задание. Вы будете продвигать устройства связи, вещательные устройства и театры в различных больших и малых городах. Это не только имеет высокую коммерческую ценность, но и поможет усилить влияние Комитета чудотворной торговли, заложив основы для наших будущих сражений. Эти технологии имели большие ценности. Как Деларес могла не знать этого? Теперь, когда Комитет чудотворной торговли переместился в город чудес, космический склад уже отправил коммуникационные и магнитные звуковые устройства. В городе чудес было большое количество этих устройств, примерно сотни тысяч, поэтому сначала караваны должны были отдать приоритет их продажам, но нужно ли было продавать эти вещи? Возможно, они будут полностью раскуплены, как только их выставят. Задача клана Лис состояла не в том, чтобы продать эти вещи, а в том, чтобы повысить их ценность. Это была не просто непосредственная ценность, а скорее долгосрочная ценность. Например, система вещания. Как только этот предмет будет установлен в племенах, они смогут слушать вещание Комитета чудотворной торговли. Комитет чудотворной торговли сможет очень быстро распространять любые запросы и объявления по лесу. Мэн Цинву сказала: «Тебе не нужно слишком беспокоиться, все под контролем. Город чудес все еще очень слаб сейчас, но я верю, что в ближайшем будущем этот город будет богатым, населенным и очень сильным». Деларес также была очень уверена в этом. Ведь городским лордом был директор такой невероятной компании, как Комитет чудотворной торговли.
Через несколько дней подготовка была завершена и началась большая призывная битва. Большая группа лесных воинов прибыла на арену, подготовленную к бою. Арена была замком, который отремонтировал Комитет чудотворной торговли, и теперь она стала местом для призыва на военную службу. У воинского набора Комитета чудотворной торговли было несколько требований. Первое требование было очень простым — просто иметь достаточно сильную власть, чтобы выбрать лучших кандидатов для участия в бою. Воины были наполнены шепотом. Кажется, у этого конкурса будут жертвы. Эта арена была очень маленькой, и с таким количеством участников, возможно, через полдня арена будет разрушена. С арены свисал большой экран. На экране появилась рыжеволосая девушка. Дорогие лесные воины, спасибо за поддержку Комитета чудотворной торговли. Конкурс призывников в Комитет чудотворной торговли начнется прямо сейчас. Вам всем очень, очень повезло, потому что вы первые, кто опробует виртуальную арену. Виртуальная арена. Что это такое, огненно-рыжеволосая девушка объяснила. Виртуальная арена — это то, что мы, Комитет чудотворной торговли, создали с использованием духовных техник. Это позволит каждому войти в духовное пространство для сражения, и вы сможете не только использовать все свои силы, но и самое главное, вы не сможете получить травму или умереть на виртуальной арене. Каждый воин сможет показать все свои навыки, совершенно не сдерживаясь. Выражения всех лесных воинов изменились. Арена из духовного мира, люди в подобной среде, конечно же, не пострадают и не будут кровоточить. Помимо этого, хочу поделиться с вами хорошими новостями, сказала Нангунь Юн. Комитет чудотворной торговли планирует построить множество виртуальных арен в лесу хаоса и в будущем будет проводить бои с большими денежными призами. Я верю, что виртуальная арена станет одной из самых любимых форм развлечений города чудес и всего леса хаоса. После формирования духовной сети люди со всего мира смогут участвовать в боевых мероприятиях Комитета чудотворной торговли, обеспечивая миллионы рабочих мест. Господа, пожалуйста, с нетерпением ожидайте этого. Все были переполнены волнением. Это было слишком безумно, в эту эпоху развлечений не было, поэтому, если бы появилась виртуальная арена со встроенными сиденьями для зрителей и зеркалами для передачи изображений снаружи, это стало бы самой популярной формой развлечения. В этом мире, наполненном боевыми искусствами, у арены был бы очень большой доход. Мало того, что это помогло бы культиваторам из разных областей, существовал также большой доход для игорного и вспомогательного персонала. А теперь, пожалуйста, выстроитесь в очередь и выслушайте указания персонала. Лесные воины взволнованно вышли на арену. Виртуальная арена была похожа на обычную арену, разделенная на несколько областей, и каждая область имела площадку. Площадки были окружены стенами, но у каждого возникла проблема. В центре арены был гигантский кристалл. Этот кристалл излучал духовную энергию, и вокруг был огромный массив, покрывающий всю арену. В углах стен были большие энергетические колонны, и каждый мог чувствовать колебания энергии, исходящие от них. Все, пожалуйста, сядьте. Виртуальная арена скоро откроется. Каждый должен расслабиться и не сопротивляться, это абсолютно безвредно. Десятки тысяч людей сели, и энергетические колонны начали светиться, в результате чего загорелся весь энергетический массив. Наконец, гигантский духовный атрибутный кристалл в центре мгновенно высвободил духовную энергию, окутав каждого человека, сидящего в массиве. Лесные воины чувствовали себя немного рассеянными. Когда они пришли в себя, они были очень потрясены, обнаружив, что оказались в новом месте. Все окружающие люди были привезены и отправлены в это место. Перед ними появилась широкая арена. Эта область была более чем в 10 раз больше, чем прежде, и она была очень великолепна. Это действительно открыло глаза этим местным аборигенам. Это слишком невероятно, это стоило того, чтобы приехать в город чудес, даже если они не смогут присоединиться к армии. Увидев эту сцену, у них не было никаких сожалений. Глава 439. Испытательное поле. Чутянь, как насчет этого? Мэнин сидела в комнате отдыха арены с гордым выражением на ее прекрасном лице. Как тебе виртуальная арена снаружи? Это был первый духовный домен, созданный Мэн Ин и цветочными феями. Они создали духовное пространство без какого-либо вреда, заставляя людей попадать в иллюзорный мир с теми же возможностями, что и в реальном мире. Поэтому, если они будут сражаться на виртуальной арене, невозможно будет причинить реальных травм. Самое главное, что Мэн Ин вывела систему вещания в реальный мир, поскольку виртуальная арена создавала иллюзии из массива и кристалла. Иллюзии хранились во многих соединениях, которые можно было транслировать. Если бы они поместили проигрыватель или обычное зеркало для передачи изображений, люди в реальном мире могли видеть сражения на виртуальной арене. Когда духовная сеть будет завершена в будущем,
люди со всего мира смогут соревноваться на виртуальной арене. Этот вид битвы не принесет никакого вреда и никаких обид, и он не навредит окружающей среде своими боевыми действиями. Люди, которые занимались боевыми искусствами, могли наблюдать битвы между экспертами, и даже обычные люди могли также испытать борьбу экспертов без каких-либо проблем. Это превратится в соревнование, и в этом есть много скрытых возможностей для бизнеса. Виртуальная арена наверняка станет популярной, поэтому, даже если они будут брать небольшую плату, она все равно позволит им зарабатывать большие суммы. Нангун Юнь была еще более капризной, она хотела начать играть в азартные игры. Она хотела создать спортивное событие и превратить виртуальную арену в культуру. Нангун Юнь была человеком, который любил драться, поэтому такая среда для нее была просто лучшим видом отдыха. Она подумала, что, будь то любители сражений, азартные игроки или обычные люди, виртуальная арена — это огромный рынок. Мэн Цинву выразила поддержку ее предложениям. Чутянь намеренно потушил энтузиазм Ин ведром холодной воды. Ты довольна только этим. Позволь мне сказать тебе, я нашел, по крайней мере, несколько десятков ошибок с вашей ареной. Невозможно. Глаза Мэн Ин стали плотными, но она все еще немного волновалась. Ты. Расскажи мне о них. Чутянь выпил полный глоток чая и сказал, я заметил, что время на виртуальной арене вдвое меньше обычного, поэтому то, что мы видим в реальном мире, это не трансляция в реальном времени. Когда бой на арене закончится, мы увидим только половину. Не так ли? Глупый, глупый, глупый. Мэн Ин подумала, что Чутянь поднимет настоящую проблему, но она никогда не думала, что это будет так просто. Она высокомерно сказала, ты должен подумать лучше, это называется мозг предпринимателя, ты не понимаешь. Эта девушка на самом деле осмеливается читать мне лекции. После того, как я не бил ее задницу так долго, она на самом деле становится все более смелой. Она может говорить о чем угодно, но ей не стыдно сравнивать свой мозг с Чутянем. Мэн Ин сказала, арена полагается на билеты, чтобы зарабатывать деньги, поэтому, если реальный мир будет видеть прямую трансляцию, кто будет хотеть купить билеты, чтобы смотреть на арене? Более того, арена сокращает время, поэтому можно проводить больше соревнований, а даже сэкономить деньги. Цветочные феи учились со мной, и хотя время в духовном мире может составлять до 1/10 реального мира, только люди с сильной духовной энергией могут адаптироваться. После бесчисленных экспериментов мы обнаружили, что нормальные люди могут выдержать половину времени, поэтому, чтобы сделать его более доступным для всех, мы создали арену такой, какая она сейчас. Босс, я должна заметить, что вы вообще не прогрессируете. Нангун Юнь также напала на Чутяня. Наш Ин так долго следовал за своей старшей сестрой Цинву, что она начала думать как торговец. Чутянь никогда бы не подумал, что он самый умный человек в мире, на самом деле он будет побежден глупой Ин. Это действительно было большое пятно в его жизни. Кхе-кхе, это всего лишь был тест для тебя, я просто хотел посмотреть, не пришла ли ты случайно к такому выводу. Теперь кажется, что ты в порядке, и реальная вещь, о которой я хотел поговорить, была не в этом. Хорошо, не говори больше. Мэн Ин с большим трудом подшутила над Чутянем, и теперь она не хотела, чтобы Чутянь вернул должок обратно. Она сразу же сказала, в комитете чудотворной торговли не хватает людей, и мы не зарабатываем достаточно быстро. Ты не думаешь, что мы должны помочь старшей сестре? Мы должны хоть немного уменьшить ее головную боль. Ты на самом деле такая заботливая. Ну что, по-твоему, мы должны сделать? Мы можем сделать, Мэн Ин шептала в ухо Чутяню, и Чутянь кивал ей, думая, что это было немного интересно. В этот раз в призыве города Чуди было слишком много людей. Поскольку город чудес проводил призывное мероприятие, город был открыт для всех окружающих племен. Все лесные жители пришли посмотреть, некоторые уделяли этому мероприятию много внимания, но большинство из них пришли в город чудес, чтобы присоединиться к веселью. Благодаря вниманию, привлеченному от призыва, арена комитета чудотворной торговли, несомненно, прославилась в лесу, и это было очень выгодно для них. Были лидеры и высокопоставленные члены некоторых местных племен, которые пришли посмотреть, потому что некоторые из их соплеменников были здесь для присоединения к армии. В течение последних нескольких дней они слышали о том, насколько загадочной была виртуальная арена, вызывая зуд в их сердцах и желание попробовать. Но было очень прискорбно. Арена не была открыта для публики. Для них было невозможно вступить в армию, поэтому они могли только подавить свое любопытство и получать новости на арене каждый день. Однако, когда им начало становиться скучно, комитет чудотворной торговли отправил им новость. После этого мероприятия город чудес создаст свободную арену. Сейчас же они открыли испытательное поле отличалось от арены.
Испытательное поле было разделено на 10 этапов, и каждый этап был сложнее предыдущего. Комитет чудотворной торговли предоставлял призы, и было сказано, что если кто-то сможет пройти через 5-й этап, они смогут получить 100 камней низкого качества. Если кто-нибудь сможет прорваться через 8-й этап, он сможет получить 1000 камней низкого качества. И если кто-нибудь сможет пробиться через 10-й этап, он сможет получить 10 000 камней низкого качества. Помимо этих уже щедрых наград, на каждом этапе был также случайный приз, представляющий собой современный продукт Комитета чудотворной торговли. Это был шанс, который нельзя упустить. Конечно, испытательное поле не было бесплатным, за каждое посещение нужно заплатить 2 исходных камня. Более того, испытание в испытательном поле имело минимальное требование к силе, участники должны были быть как минимумом в царстве истинного духа. Но это было довольно простое требование с учетом сил экспертов леса. В последнее время эти люди уже очень интересовались ареной Комитета чудотворной торговли, так что теперь, когда появилось испытательное поле, как они могли это пропустить? Это было всего 2 исходных камня, и даже если бы эти эксперты были очень бедны, им все равно было бы наплевать всего лишь на 2 камня. Когда эта новость распространилась всего за несколько часов. 7-8 вождей разных племен привели 50-60 экспертов на испытательное поле. Глава Минотавров Арнольд был среди них, и он с возбуждением закричал, как только прибыл, как играть на этом испытательном поле. «Быстро скажите мне, я хочу получить свои 10 000 исходных камней». «Ха-ха, Арнольд, с твоими мозгами, ты все еще хочешь получить 10 000 исходных камней. Скорее позволь мне пойти вместо тебя». В объявлении, которое разослал Комитет чудотворной торговли, говорилось, что в настоящее время на испытательном поле было всего 10 этапов, а монстры и демонические звери не были сильны. Даже первый слой истинного духа мог пройти через эти этапы, так как же эти уверенные в себе вожди племен могли проиграть? Самый слабый среди них был в 3-м слое истинного духа. 10 пройденных этапов означали 10 000 исходных камней. Этот соблазн был слишком силен. Арнольд вытащил 2 исходных камня, чтобы дать Мэн-Ин, и он выпустил густой поток воздуха через свои большие ноздри. Он посмотрел на других вождей с сердитым взглядом. «Просто подождите, этот отец, безусловно, преуспеет». Когда Арнольд вошел в испытательное поле, перед ним сразу возникла иллюзия. Это был не очень большой дворец. Примерно через несколько минут в его ушах раздались резкие крики, и во дворце появилась большая группа призраков. Эти призраки были не слишком сильны, они были примерно 6-го слоя царства пробужденной души. Арнольд засмеялся, увидев это. Эти штуки хотели пойти против этого отца, призовые камни уже были в его кармане. Арнольд размахивал своим гигантским топором, энергия сгущалась на его лезвии, мгновенно разрезая бесформенного призрака на части. Потом 2-й, 3-й и 4-й. Хотя призраков было много, они были не сильны, и Арнольд очистил их всех примерно за 10 минут. Когда Арнольд подумал, что он легко прошел первый этап, он был потрясен, обнаружив, что призраки, которых он разрезал на части, изменились. Что это? Арнольд широко раскрыл глаза, и он не мог понять, что происходит. Минотавры решали проблемы своими мышцами, а не мозгами. Он безудержно бросился вперед и снова раскромсал призраков. И снова их бесчисленные части перегруппировались. Все призраки были преобразованы. Блин, это был просто тупик. Как он мог пройти этот этап? Арнольд убил призраков в 3-й раз и почувствовал, что большая часть его энергии была истощена, но то, что наполнило его отчаянием, было призраками, формирующими еще раз. У Арнольда не было сил убить их всех снова. Когда Арнольд спокойно обдумал все, он, наконец, понял трюк. Внутри статуи дворца был массив, и эта сила восстанавливала призраков. Если бы Арнольд с самого начала решил атаковать статуи, он мог бы легко уничтожить этих призраков. Черт, как я мог быть таким тупым, даже не смог найти такую очевидную ошибку, у Арнольда уже не было сил, поскольку бесчисленные призраки вылетели и мгновенно разорвали его на части, отправив Арнольда обратно на испытательное поле. Другие вожди смотрели друг на друга в полном смятении. Он вышел после того, как пробыл внутри всего 2 минуты. Испытательное поле отличается от арены, время внутри него является 1/20 от скорости внешнего мира. Господин Арнольд на самом деле находился внутри более 40 минут. Нангунь Юнь подошла с улыбкой. Однако, господин Арнольд, вы на самом деле не прошли ни один этап. Вы можете получить только утешительный приз в виде 5 больших банок мяса 2-го уровня. После этих слов карлик принес 5 банок еды, которые были поставлены перед ним. Ха! Арнольд, ты даже не прошел ни одного этапа. Эти люди высмеивали его, абсолютно не сдерживаясь, заставляя лицо Арнольда покраснеть. Он сердито возразил в ответ: «Черт возьми, я был просто неосторожен, я пойду снова». Арнольд снова ворвался в пробную комнату. А затем вышел менее чем за 30 секунд. Лицо быка Арнольда несколько раз дернулось.
Черт, статуи не могут быть уничтожены вслепую, у них должно быть какое-то правило, и их нужно уничтожать по порядку. Снова, я хочу снова. Этот вождь Минотавров был явно очень взволнован от проигрыша. Он снова и снова заходил в пространство, каждый раз проводя максимум 2 минуты, прежде чем выйти. Участвуя снова и снова, он сделал более 10 попыток и использовал более 30 камней низкого качества. Я нашел правило. Взволнованно выдохнул Арнольд. Хотя он потерял 30 исходных камней, потратив свои сбережения за год, он не чувствовал никакой боли в сердце. Скорее, он выглядел так, как будто он был полон радости. Я использовал все свои исходные камни, одолжите мне. Я определенно смогу пройти этот этап на этот раз. Мэн Ин и Нангунь Юнь брали деньги на стороне. Испытательное пространство было не таким большим, как на арене, поэтому только несколько человек могли использовать ее одновременно, но время в испытательной зоне проходило в несколько раз быстрее, поэтому каждый раз это занимало всего несколько минут. Умы этих культиваторов истинного духа не были слабыми, поэтому они могли играть несколько часов без передышек. Мэн Ин тайно толкнула руку Нангунь Юнь рядом с ней. «Сколько денег мы заработали?» «ТСС, тише». Нангунь Юнь украдкой посмотрел на нее. Вождь Арнольд потратил 32 камня, вождь Андре потратил 28 камней, великий воин Лука потратил 24 камня. Всего более 300 исходных камней. Мэн Ин почти разразился смехом радости. Это были слишком легкие для заработка деньги, прошло всего полчаса, и на улице появилось много людей, и все больше и больше людей приходило. Мэн Ин обнаружил, что среди них были даже карлики и друиды, кажется, что всем этим людям было любопытно. Если бы это испытательное поле проработало до конца дня, сколько бы камней они заработали, эти дураки, они не использовали свой разум вообще. Как можно было легко пройти испытания, созданные Чутянем? Более того, этот парень Чутянь был очень хитрым. Все были такими же, как Арнольд, хотя каждый раз они терпели неудачу, в конце концов, они находили путь и продолжали пытаться. Хотите выиграть 10 тысяч исходных камней? Мечтать не вредно. Войти в тупик на первом этапе было более чем нормально, не было бы странным, даже если бы вы потеряли здесь свои трусы, пытаясь отыграться. Глава 440, второй этап. Это виртуальное испытательное поле было идеей Мэн Ин и Нангунь Юнь. Они были вдохновлены испытательной башней Центрального государства, но разница с испытательной башней заключалась в том, что, хотя испытательная башня была не слишком опасной, все же существовал шанс смерти и ранения. Этого было трудно избежать, потому что независимо от того, насколько полной была профилактическая мера, невозможно было полностью избежать травм в реальном бою. Виртуальное испытательное поле города чудес было другим, это был чистый духовный мир, поэтому он был совершенно безвреден. Не говоря уже о том, что на его создание была потрачена огромная сумма, Комитет чудотворной торговли также использовал большое количество технологий для его создания, что делало его сложной и увлекательной игрой, позволяющей испытательному полю стать лучшим досугом экспертов. Здесь было его очарование. Испытательное поле в настоящее время было сделано таким образом, и, как говорилось в объявлении, до тех пор, пока использовался правильный метод, даже культиватор первого слоя истинного духа мог пройти все этапы. Проблема заключалась в том, легко ли было пройти испытание, которое сделал Чутянь, всего было 10 этапов. На первом этапе было несколько десятков случайных сценариев. Претенденты каждый день запускают один из сценариев. Сценарий с призраками, с которым столкнулся Арнольд, это испытание, в котором он несколько раз потерпел неудачу. Сценарий менялся по определенной схеме, и если кто-то бросит ей вызов на следующий день, он изменится. Арнольд знал правила игры, поэтому он еще больше хотел пройти первый этап. Для этого он одолжил несколько исходных камней у своих соклановцев, чтобы попытаться пройти первый этап несколько раз. После многих неудач Арнольд наконец нашел единственный правильный метод. Арнольд вошел в испытательное поле. Он использовал опыт предыдущих неудач, чтобы разбить статуи в правильном порядке одну за другой, прежде чем, наконец, позаботиться о большом количестве призраков. На этот раз он не разочаровал свои ожидания. Призраки не восстановились снова. Первый этап был, наконец, завершён. Успех. Я прошел. Арнольд взревел в дикой радости, глядя на ворота света, появившиеся в большом зале. Он знал, что это был переход ко второму этапу. Арнольд успокоил свой разум перед тем, как войти во второй этап. Это было странное место с совершенно пустым окружением. Его ноги стояли на черном зеркале, и, хотя оно отражало свет, он не мог ничего видеть. Какое испытание будет на этот раз, Арнольд озадаченно огляделся. Зеркальная земля перед ним вызвала белую рябь, словно камень, упал в воду, немедленно наполняя землю световыми волнами, которые постепенно выходили наружу.
Арнольд не знал, что происходит, но он почувствовал какую-то странность и инстинктивно отступил назад. Из центра ряби появилась скульптура из черного хрусталя. Эта скульптура сначала превратилась в жидкость, а затем снова уплотнила себя. Вдруг перед ним образовалась фигура. Когда Арнольд увидел внешность другой стороны, он не мог не быть в шоке. Разве это не он сам, эта фигура была похожа на Арнольда. Но Арнольду было очень ясно, что это определенно не было обычным отражением, потому что в глазах другой стороны он мог видеть только холод. Это было спокойное выражение, в котором не было никаких эмоций. Арнольд сразу понял, что второй этап — победить самого себя. Это было немного интересно. Арнольд сражался с бесчисленными экспертами из леса, но он никогда не боролся сам с собой раньше. Он никогда не думал, что сможет испытать борьбу с собой в таком месте, как это. Он выпустил мощную энергию с низким ревом и мгновенно атаковал. Самая распространенная атака Минотавра была атакой собственным телом. Минотавры полагались на свои мощные тела и сильную духовную энергию, чтобы разрушить оборону противника. Хотя эта прямая атака не была смертельной атакой, не было никаких сомнений в ее разрушительной силе. Зеркальное отражение, казалось, ожидало этой атаки и сразу же уклонилось от нее, прежде чем Арнольд атаковал топором. Арнольд был шокирован, обнаружив ужасную проблему. Это зеркальное отражение было не просто похоже на него, оно также очень глубоко его понимало. Была ли это его сила, его техника совершенствования или его навыки, обе стороны были абсолютно одинаковыми. Однако, даже если они могли понять друг друга, зеркальное отражение было полной противоположностью Арнольда. Он мог оставаться спокойным, поэтому мог найти недостатки Арнольда и использовать наиболее эффективную атаку. Слишком мощный, Арнольд осознал глубокий смысл этого испытательного поля. Целью второго этапа было победить себя самого в самом сильном состоянии. Это означало, что если не удастся сделать прорыв в борьбе, победить невозможно. Только если кто-то сможет преодолеть свой предел, он сможет победить свое зеркальное отражение. Это стимулировало бы себя и давало прекрасную возможность узнать о себе. Хорошо, отлично. Арнольд взволнованно взревел, когда его боевой дух разгорелся еще сильнее. Этот отец не верит, что я не могу победить себя. Наконец, Арнольд и зеркальное отражение сражались 4-5 раундов, прежде чем зеркальное отражение нашло изъян своего оригинала. Большой топор разрезал Арнольда пополам и заставил Арнольда потерпеть поражение на втором этапе. У Арнольда не было выбора, кроме как смириться с этим. Это зеркальное отражение знало все его слабости и было очень спокойным. Когда Арнольд не смог преодолеть эти недостатки, они стали фатальными. Неважно. Арнольд все же прошел один этап. Другие сразу же спросили Арнольда о втором этапе. Когда они узнали, что второй этап — это сражение с самим собой, у каждого человека было шокированное выражение лица. «Поздравляю господина Арнольда». Мэнлин беспокоилась, что никто не сможет пройти первый этап, что повлияет на доверие людей. Теперь, когда вождь Арнольд прошел первое испытание, она могла с облегчением вздохнуть: вы прошли первый этап, и у вас есть шанс выиграть приз. Пожалуйста, примите участие в розыгрыше призов. Нангун Юнь принесла большое призовое колесо. Остальные подошли, чтобы посмотреть из любопытства. Потому что они смутно осознали, что хотя испытательное поле было интересным, оно оказалось намного сложнее, чем они себе представляли. Все ли 10 этапов будут такими же сложными? Возможно, получить 10 тысяч исходных камней будет нелегко, но, увидев призовое колесо, их умы были снова потрясены. У призового колеса было несколько разделов. Существовал раздел для призов с исходными камнями от 10 до 100. Было также много других призов, но, естественно, эти призы были главным образом вещами, которые местные жители не видели прежде. Арнольд выпустил свою духовную энергию в призовое колесо. Указатель большого колеса начал вращаться. Большие глаза быка Арнольда были широко открыты, пока он продолжал молиться: 100 исходных камней, 100 исходных камней, 100 исходных камней. Если бы он смог получить 100 исходных камней, его затраты на испытания не были бы потерей, и он даже заработал бы половину от этого как прибыль. Местные жители леса хаоса, хотя они были очень сильны, из-за своей примитивной культуры, у них не было зрелого рынка. Поэтому лесные жители были очень бедны. Даже в таком маленьком королевстве, как Южное Летнее Королевство, 3 великих клана могут без особых усилий вытащить золотые монеты, равносильные сотне исходных камней. Но для племен в глубине леса хаоса, даже у Арнольда, как вождя Минотавров, было всего несколько десятков исходных камней. Его богатство как лидера было весьма скудным. Поэтому 100 исходных камней не считалось небольшим количеством для вождя Арнольда. Индикатор достиг области 100 исходных камней и, казалось, собирался остановиться, но внезапно немного двинулся вперед и, остановившись в следующем разделе. Все вздохнули. Арнольд взревел от ярости.
«Вы выиграли одну пушку изначальной энергии Комитета чудотворной торговли», — крикнула Мэн Ин с удивлением. «Я действительно должна поздравить господина Арнольда». Арнольд был немного ошеломлен. «Ха! Пушка! Какая пушка?» Комитет чудотворной торговли предоставил технологии высокого уровня в качестве призов. Пушка изначальной энергии обладала ужасающей мощью, и если бы она была продана богатому королевству или империи, одна единственная такая пушка могла быть продана за несколько десятков исходных камней. Не говоря уже о том, что Комитет чудотворной торговли был ограничен своими материалами и технологиями ковки. Сейчас производство пушек изначальной энергии было невелико, и они никогда не продавали это оружие раньше, поэтому это была очень ценная вещь. Цена этой энергетической пушки в лесу хаоса будет увеличена в несколько раз. Удача господина Арнольда на самом деле неплоха. Мэн Ин воспользовалась этой возможностью, чтобы представить оружие Комитета чудотворной торговли. Пушка изначальной энергии — это оружие, изобретенное Комитетом чудотворной торговли. У него очень большой ассортимент и сильная боевая мощь. Один выстрел уничтожит маленькую гору, и даже культиватор духа земли будет взорван выстрелом. Это действительно так мощно. «Конечно, в настоящее время только у нас Комитета чудотворной торговли есть подобная технология», сказала Мэн Ин Арнольду. «Пушка изначальной энергии сейчас не продается. Господин Арнольд может провести аукцион для нее, и я уверена, что многие люди будут заинтересованы в этом оружии». Нангун Юнь уже принесла пушку изначальной энергии. Эта пушка была намного лучше, чем раньше, она была немного меньше, но ее мощь была намного сильнее. Каждый человек мог чувствовать энергетические колебания, исходящие от нее, и несравненно сложный энергетический массив, который вызывал головокружение просто при взгляде на него. Что касается патронов. Конечно, они будут продаваться отдельно. Комитет чудотворной торговли также воспользуется возможностью продавать боеприпас. Эта торговля оружием была бы одним из самых важных источников дохода города чудес. Хорошая вещь. Арнольд, я дам тебе 50 камней за нее. Продай мне, я дам 70 камней. Арнольд сначала не хотел продавать. Он видел, что эта штука обладает шокирующей силой, и если бы он имел такую в долине Минотавров, это значительно укрепило бы оборонительные способности долины Минотавров. Но ставки продолжали расти все выше и выше. Наконец, сердце Арнольда было тронуто, и он продал ее торговцу, который присоединился к веселью за 120 исходных камней. Арнольд никогда бы не подумал, что он не только не понесет убытки, но и действительно получит такой выигрыш и даже удвоит свои исходные камни. Это был не только вопрос наград, но и вопрос чести и лица. Арнольд был единственным претендентом, прошедшим первый этап. Это испытательное поле слишком веселое, интересное и удивительное. Арнольд убрал исходные камни и со смехом сказал: «Но я устал от игр сегодня. Я вернусь снова после того, как отдохну». Из-за сокращения времени на испытательном поле духовному миру было легко утомлять людей. Арнольд был там всего час реального времени, но на самом деле его ум сражался уже более 20 часов. Постоянная умственная усталость накапливалась, и даже такой минотавр, как Арнольд, почувствовал себя немного уставшим. Арнольд получил выгоду. Другие люди не могли больше сидеть на месте. Когда они узнали о втором этапе, сердце каждого стало взволнованным. Бизнес испытательного поля был очень хорош. После целого дня все больше и больше людей выстраивались в очередь, и испытательное поле ни на минуту не было бездействующим. Нангун Юнь и Мэн Ин зарабатывали деньги с огромной скоростью.